Это предсказание для знака зодиака Рак, для тех, у кого Солнце в Раке, стеллиум планет в этом знаке, а также Солнце. Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и покажет все сферы жизни в сентябре 2022 года. Итак, первая карта. Возможно, что у вас может быть чувство вины в отношениях с вашим партнером. Вы вините себя за какие-то прошлые дела, либо даже если у вас нет партнера, вы можете вспоминать о том, как вы неправильно себя вели. Просто у вас может быть какая-то тяжесть на душе. А для кого-то, может быть, партнер будет обвинять вас в чем-то, либо вы будете осуждать его. Кто-то может осуждать своего партнера за то, что он поступил в жизни так, и в этом он виноват. То есть это такие тяжелые эмоциональные переживания. Сейчас мы еще откроем следующие карты и посмотрим, с чем еще может это быть связано. Но такое впечатление, что у вас есть какие-то вопросы к себе и к партнеру, а у кого-то это могут быть, конечно, чувство вины или какие-то недопонимания с вашими детьми. Также, если у вас тяжелые отношения с родителями, тоже это как-то может быть именно в сентябре, как-то эта тема вновь всплывет. Может быть, у вас какие-то ссоры с родителями есть, может быть, вы сами как мать или отец чувствуете свою вину перед детьми. Карта, конечно, несет тяжелую энергетику, но всем понятно, что когда-то нам нужно прорабатывать наши страхи и тяжелые мысли по поводу отношений с близкими людьми. И почему бы и не сделать это в сентябре, да, тем более, что ваш 12-й сектор, сектор тайн, который мы еще сегодня откроем, и подсознание будет особенно активен на протяжении почти 7 месяцев, да, у вас по 12-му сектору Раки будет идти знак зодиака Марс, планета Марс, и, конечно, это может давать вам такие тяжелые энергии, которые выходят из вашего подсознания. Вы, может быть, и не хотите даже, а приходится вам переживать из-за каких-то событий в прошлом. Но, скорее всего, что вы сможете это все проработать и еще раз вспомнить для того, чтобы уже избавиться от этих тяжелых мыслей навсегда. Относительно вашей интимной жизни с партнером, здесь тоже может быть складываться все не совсем просто. Может быть, вы ругаетесь с вашим партнером либо партнершей из-за финансовых вопросов, потому что это финансовый сектор, да, у вас нет четкого понимания в том, как нужно тратить деньги или как их зарабатывать. Может быть, ваш партнер хочет, чтобы вы работали, или наоборот, он может не хотеть, чтобы вы шли на работу. Может быть, вы обвиняете партнера то, что недостаточно средств, в общем, любые финансовые вопросы, а также какие-то проблемы, связанные с покупкой дорогих вещей, да, что-то вы не можете уступить друг другу, не можете уступить какие-то финансовые дела. При этом я могу, наверное, сказать, что кто-то из вас обладает большей финансовой стабильностью, чем другой партнер. Возможно, кто-то тратит деньги более эмоционально, а кто-то зарабатывает их. И вот это тоже может быть как одна из причин ссоры. Но вы будете проявлять в сентябре, Раки, качество манипулятора. Вы можете часто выбирать такое общение с людьми, которое будет как-то давить на их психологические стороны характера, и вы будете очень хорошо чувствовать, да, что вы должны сказать, чтобы ваша манипуляция удалась. Здесь вы можете действовать как-то в своих интересах, что вы захотите здесь делать. Может быть, вы... вообще, это карта мага, да, который создает человека вот здесь в колбе. Это хорошая карта. Если вы эти манипуляции направите в более такое успешное для себя русло, да, не принося вред при этом другим, то, конечно, это может очень сыграть вам хорошую службу, послужить. И вот эти ваши манипулятивные качества, то, что вы водный знак, может быть, вам стоит здесь использовать ваши подсознательные, интуитивные мотивы, как правильно сделать, и не стесняться, да, даже им какими-то манипуляциями не брезговать, потому что это может вам дать какую-то определенную власть, может быть, над одним человеком, может быть, над целой группой людей, может быть, таким образом вы получите какие-то документы, лицензии, сертификаты. Как-то вот здесь без хитрости, без давления не обойдется у вас.
в общении с вышестоящими людьми. Здесь вы тоже можете проявлять такие хитрые качества, какие-то хитрые, но либо они будут как-то вести себя не очень. Вот интересные карты все-таки у вас выпадают. Такое впечатление, что вы окружены какими-то людьми не очень добросовестными, да, искренними, и вы сами тоже вынуждены действовать так. Особенно если вы здесь, может быть, вы разводитесь, допустим, с мужем, либо вам нужно получить какую-то должность, какое-то повышение, как-то продвинуться в жизни, и вы прямо должны быть таким манипулятором. Или вы выбираете таких людей, которые, может быть, даже не честны на руку, но вы знаете, что вы договоритесь с ними какими-то окольными путями и таким образом придете к вашей цели. Также хочу сказать, что если вы зависите от кого-то в плане денег, карьеры, какого-то продвижения, или вы надеетесь, что кто-то поможет вам вот так, да, продвинуться не совсем честным путем, то будьте осторожны, потому что этот человек, он может пообещать вам, но что он попросит взамен. Видите, здесь такая карта дьявола. Это когда он кажется нам таким уступчивым, улыбчивым и милым человеком, но на самом деле душа у него с гнильцой. Поэтому здесь все-таки будьте осторожны, и по силам ли вам достигнуть, да, ваших целей вот именно таким путем. Ну, прекрасная карта здесь выходит в секторе творчества. Она говорит о том, что у вас есть смирение учиться чему-то новому, учить других. Вы обладаете определенными такими качествами, усидчивостью, терпением. И вот это очень поможет вам, если у вас есть дети, например, вы как-то сможете найти к ним подход, чтобы они занимались, чтобы они не бросали каких-то своих начатых хобби. Ну а сами вы тоже, может вам встретиться такой человек, который подскажет вам что-то либо в бизнесе, либо в творчестве. Может быть, вы найдете себе какого-то учителя, преподавателя или для себя, или для ребенка, который вот именно будет вам помогать так с легкой руки, очень благоприятно вас наставлять. Это вообще хорошая карта передачи знаний, мудрости, терпения и, главное, которая приводит к успеху, да, потому что здесь в одной карте слились и учитель, и ученик, и они оба направлены на одно. Также и вы, особенно, да, в отношениях с вашими детьми или какими-то младшими, даже не обязательно младшими, может быть, вы просто учите людей, ведь можно и быть учителем для взрослых тоже. Здесь вы как бы сливаетесь в одно. Это, кстати, хорошая карта для дружеского общения, для того, чтобы искать по рекомендациям каких-то людей, вот именно в сфере хобби, каких-то новых учителей, либо самому себя, может быть, как-то представлять свои таланты, гордиться своими учениками, да, если для вас это актуально. Хорошая карта. Возможно, что к вам придет какое-то известие, которое утешит вас, хорошие новости. Не исключено, что вот по всем этим картам, да, здесь мы уже видели, особенно первый сектор, у вас была какая-то тяжесть на душе, связанная с вашими близким человеком, либо близкими родственниками. И вы, не знаю, так переживали сильно, а здесь вот вы освободитесь от этого переживания, потому что либо придет какая-то новость, либо кто-то утешит вас, либо как-то вот вы сами поймете, что уже, может быть, хватит расстраиваться по каким-то вопросам, и у вас будет облегчение. И это очень хорошо, потому что это самая важная карта, на мой взгляд. Когда мы спокойны, внутренне, подсознательно, мы можем двигаться дальше. И вот как раз у вас придет такое как бы отдохновение, или как правильно сказать, когда вам станет легче, даже если вы о чем-то будете переживать. Но вообще интересные карты здесь у вас вышли. Может быть, не все у вас так гладко в отношениях, да, и вообще в жизни. Что-то вас радует, да, что-то, конечно, заставляет переживать. Я читаю только основной смысл карт. Конечно, во втором варианте прочтения вот этих карт может быть еще один смысл, который я здесь вижу, но он несколько, скажем так, тяжелый, но, возможно, для кого-то будет актуальный. Давайте я тоже его сейчас расскажу. Если к вам это не относится, просто пропустите этот момент, имеется в виду, прослушайте, но не принимайте на себя, потому что ведь понятно, что у кого-то ситуация может быть сложнее, да, у кого-то нет. Я по этим картам могу сказать, что, возможно, здесь у кого-то либо случайная беременность, да, либо аборт, и, возможно, это какой-то незапланированный ребенок был,
И, может быть, в связи с этим между вами с партнером произошел раскол. И вот эти тяжелые мысли, либо вы должны это сделать сейчас, может быть, вы в данный момент беременны, и вы не знаете, стоит ли вам сохранять этого ребенка. Может быть, у вас недостаточно средств, или ваш партнер недостаточный, да, и поэтому вот у вас тоже в финансовых вопросах разногласия есть. Но судя вот по этой карте, да, которая тоже отвечает у нас за детей, я вижу, что здесь вам не стоит винить себя, даже если вы и примите какое-то тяжелое решение в своей жизни, потому что у вас не должно быть тяжести на душе относительно детей. Вы имеете определенные качества характера, то есть вы в душе ничего плохого не хотите, если вас жизнь даже к чему-то там и сподвигнула, это, ну, как бы сказать, не специально, да, потому что дальше вот здесь выпадают такие карты, которые говорят о том, что на самом-то деле у вас такой тяжести в душе быть не должно. Может быть, она больше надумана, может быть, действительно вы переживали, но это все уйдет. И часто в жизни бывают какие-то ситуации, когда мы иначе просто не могли поступить. И сейчас об этом волноваться и чувствовать себя виновным уже не имеет смысла. Давайте возьмем еще карты из колоды Ленорман и что они дополнят, как они дополнят наш расклад. Мы возьмем 3 карты. Ну, эти карты, здесь показана такая женщина, здесь сразу женщина, которая хочет любви, сексуально страстная, при этом у нее характер может быть очень переменчивый, она может быть остра на язык, она может быть любит играть или рисковать в чем-то. Это либо вы такая женщина, либо, возможно, вам встретилась такая женщина, и как-то вот эта ситуация на вас может влиять. Я не знаю, что здесь точно может быть, потому что варианты у всех разные в жизни. Но, тем не менее, это такая острая ситуация, рискованная ситуация. Если вы, например, думаете, вступать ли вам в какие-то отношения, стоит ли вам идти на этот риск, который вызван, скорее всего, страстью, я думаю, что есть такой вариант, что вы как бы обожжетесь, как вот по этой косе, да, эта коса может подкосить вас, не все так гладко пройдет, хоть вас, может быть, и вы хотите какой-то адреналин иметь, вас цепляет эта идея новых каких-то там увлечений или что, какого-то риска, я не знаю, но это опасно, это немного опасно здесь по этим картам, как я вижу. А что нам скажет колода Moonology? Новая луна в знаке зодиака Стрелец. Новая луна в Стрельце вообще говорит о какой-то удаче, которая вам сопутствует. И вот здесь карта кости тоже, да. Возможно, вы все-таки захотите попытать свою удачу либо в отношениях, либо в каком-то новом рискованном предприятии. Но, не знаю, все-таки будьте осторожны, несмотря на то, что карта удачи вышла. Если это связано, допустим, с бизнесом, да, или с какими-то вот такими делами, где у нас уже здесь был знак зодиака Стрелец, да, вот на этой карте, например. Если это бизнес, дети или что-то вот такое, творчество, какое-то творчество, тогда да. Но если это все-таки отношения, и ваши действия могут причинить боль другому человеку, то, конечно, я бы, наверное, вам не рекомендовала, потому что здесь вышли карты, которые показывают, что риск может быть опасен. Но с другой стороны, да, здесь вот карта маг, а он все держит в своих руках. Он уже как бы наперед продумывает шаги в общении, в делах. И если вы достаточно сильны, и у вас есть такие сильные волевые качества, то, наверное, можно и рискнуть. Но если у вас уже нету таких сил, и вы не вот этот маг, а вот как раз-таки человек, который манипулирует, да, здесь нужно, наверное, понимать эту разницу, то тогда, конечно, риск может быть необоснованным и не приведет вас к успеху. Вот такой интересный расклад, раки, для вас на сентябрь 2022 года. До встречи на моих новых видео. Всем пока!